Эдвард всегда восхищался инженерными достижениями, поэтому, пролетая на своем дроне над плотиной, он не мог не восхищаться этим. 5 минут спустя он делает шокирующее открытие. Эдвард Вилсон был очарован мощью и величием плотин с тех пор, как себя помнил. В массивных сооружениях, сдерживающих тонны воды, было что-то внушающее благоговейный трепет, вызывающее одновременно страх и уважение. Итак, ясным субботним утром он положил свой дрон в сумку со снаряжением и отправился на несколько часов к одной из самых высоких плотин в стране. Это было чудо современной инженерной мысли. Он впервые посетил плотину, и ему не терпелось запечатлеть ее масштаб и красоту с уникальной высоты птичьего полета. Он и не подозревал, что ему предстоит сделать шокирующее открытие. Прибыв на место, когда солнце начало подниматься все выше, Эдвард припарковал машину на смотровой площадке, откуда открывался вид на плотину. Воздух был свежим, легкий ветерок доносил легкий аромат сосен. Под ним бетонным монолитом простиралась плотина, отделявшая спокойное водохранилище от бурлящей внизу реки. Эдвард несколько мгновений любовался этой сценой, но волнение от запуска своего беспилотника быстро взяло верх. Его жена Кэтрин не понимала его увлеченности, но поддержала его в этом. Он никогда не мог подобрать слов, чтобы описать, насколько он был восхищен инженерными разработками, или как он восхищался тем, как они могут сдерживать тонны воды, защищая населенные пункты от наводнений или обеспечивая гидроэнергию. Он всегда был в некотором роде инженерным гиком, и плотины были его главным увлечением. Эта плотина, должно быть, была одной из самых впечатляющих, которые он когда-либо видел. Он нашел неподалеку ровную поляну, распаковал свое снаряжение и включил свой ультрасовременный беспилотник. Дрон, который он купил специально для подобных приключений. Это стоило ему нескольких месяцев сбережений и нескольких аргументированных споров с Кэтрин, но в конце концов он убедил ее, что ради таких моментов стоит вкладывать деньги. По правде говоря, она не совсем понимала, что это такое, но уважала его страсть и знала, как много это для него значит. Устройство ожило, его пропеллеры завертелись быстрее, пока оно грациозно не поднялось в воздух. Здесь. Эдвард настроил свой контроллер и направил беспилотник над плотиной. Камера передавала кристально чистую картинку на его планшет. От открывшегося вида захватывало дух. Мерцающее голубое водохранилище с одной стороны, густой лес, окружающий реку с другой, и массивная бетонная стена между ними. Он не мог оторвать глаз от изображений. Это было потрясающее зрелище, и он удивился про себя, почему ему потребовалось так много времени, чтобы прийти сюда. Первые несколько минут Эдвард потратил на то, чтобы сделать подробные снимки плотины, увеличивая детали ее конструкции и мысленно отмечая то, что он видел раньше на других плотинах, и то, что было уникальным для этого сооружения. Когда он подлетел на дроне ближе к середине водохранилища, его внимание привлекло нечто необычное на прямой трансляции. Это была небольшая баржа, плавающая возле водосброса плотины. По сути, в этом не было ничего странного, учитывая, что баржи и катера постоянно курсировали по водным путям, за исключением того, что баржа казалась заброшенной. Рабочих видно не было, и судно не двигалось. Эдварду это показалось странным, но он не обратил на это внимания, предположив, что это может быть частью текущих ремонтных работ. Он предположил, что это не прогулочное судно, учитывая его местоположение и тот факт, что вокруг никого не было. Им овладело любопытство, и он решил спустить дрон ниже, чтобы рассмотреть его поближе. Дрон плавно опустился, камера сфокусировалась на потрепанной палубе баржи. Это была очень старая лодка, которая, похоже, нуждалась в некотором ремонте. Это было совсем не похоже на ухоженные суда, которые он привык видеть. Внезапно Эдвард заметил кое-что необычное. Баржа была завалена большими тяжелыми ящиками, скрепленными веревками. Его сердце забилось быстрее. Ящики были расставлены наспех, как будто кто-то бросил их туда в спешке, то ли желая избавиться от них, то ли не желая, чтобы кто-то увидел, как они лежат. У него в груди что-то сжалось.
Зачем кому-то оставлять такой ценный на вид груз без присмотра на барже так близко к плотине? Это просто не имело смысла, и внезапно что-то показалось не совсем правильным. Эдвард облетел на беспилотнике баржу, надеясь найти еще какие-нибудь подсказки о том, что это был за груз или кто мог его бросить. Он навел камеру так, чтобы запечатлеть каждую деталь, не желая ничего упустить. Любая небольшая аномалия могла послужить ключом к разгадке, и хотя в данный момент он не был уверен, почему, ему казалось важным собрать все возможные детали. Он увеличил изображение ящиков, пытаясь разобрать какие-либо надписи, но они были пусты. Жуткая тишина на барже в сочетании с таинственным грузом заставили его задуматься. Он решил запустить беспилотник над водосбросом, чтобы посмотреть, нет ли там еще чего-нибудь необычного. Когда беспилотник завис над краем плотины, Эдвард заметил нечто еще более тревожное. Металлическая решетка, которая должна была быть надежно прикручена к одному из водосбросных каналов, была слегка приоткрыта, как будто кто-то взломал ее. Отверстие было достаточно широким, чтобы в него мог проскользнуть человек. Руки Эдварда крепче сжали пульт управления. Это было не просто странно, это было совершенно подозрительно. Подозрительное. Он огляделся, но больше никого не было видно. Однако сейчас у него было очень неприятное предчувствие, но он продолжил расследование. 5 минут спустя Эдвард сделал шокирующее открытие, от которого у него кровь застыла в жилах. Камера дрона зафиксировала движение под поверхностью воды рядом с баржей. Сначала это выглядело как рябь, вызванная ветром, но рисунок был слишком четким. Эдвард отрегулировал положение дрона, чтобы лучше видеть. Затем он увидел это. Едва различимая темная фигура двигалась под водой. Она была большой, намного больше, чем любая рыба или природный объект. У него скрутило живот, когда тень стала более четкой, обнажив что-то похожее на механические компоненты, поблескивающие в солнечном свете, проникающем сквозь воду. «Что это, черт возьми, такое?» – пробормотал Эдвард себе под нос, не отрывая взгляда от экрана и покачивая головой из стороны в сторону, как будто это могло помочь ему понять, на что он смотрит. Тень двигалась целенаправленно, обогнув баржу, прежде чем исчезнуть в глубине рядом с открытой решеткой водосброса. Эдвард лихорадочно перебирал в уме возможные варианты. Был ли это какой-то подводный беспилотник? Часть механизма или что-то совсем другое? Не имело значения, с какой стороны он на это смотрел, он не мог понять, что это было. Однако у него просто было внутреннее ощущение, что этого не должно быть. Первоначальное волнение Эдварда сменилось страхом. Он решил, что пришло время уведомить власти. Не было такого понятия, как чрезмерная реакция, когда дело доходило до чего-то подобного. Если бы что-то случилось с плотиной, это было бы катастрофой. Если бы что-то повредило плотину, то огромное количество воды, наносов и мусора затопило бы реки и экосистемы ниже по течению. Переключив дрон в режим зависания, он схватил телефон и набрал номер местной станции рейнджеров. Пока шел вызов, Эдвард следил за прямой трансляцией. Тень исчезла, но образ ее гладкой механической формы запечатлелся в его сознании. «Здравствуйте», — говорит офицер Сильвестр, — ответил грубый голос. Эдвард быстро объяснил, что он видел. Заброшенная баржа, странные ящики, незакрепленная решетка водослива и темная фигура под водой. Сильвестр внимательно слушал, и с каждой деталью его тон становился все серьезнее. К концу рассказа Эдварда офицер тоже забеспокоился о том, на что могли наткнуться этот человек и его беспилотник. «Хорошо, оставайтесь на месте», — сказал рейнджер. «Я отправлю команду проверить это. Но мне нужно, чтобы вы были в безопасности и по возможности держали свой беспилотник в воздухе. Следите за ситуацией и дайте нам знать, если что-то изменится». Эдвард согласился. Его сердце бешено колотилось, когда он закончил разговор. Какая-то часть его думала, что он, возможно, слишком остро реагирует,
что рейнджер должен знать все о плотине, но тот факт, что он казался очень обеспокоенным и посылал команду, заставил Эдварда запаниковать еще больше. Он направил беспилотник обратно к барже, проверяя, нет ли каких-либо признаков движения. Теперь вода была неподвижна, в ее поверхности, как в зеркале, отражалось небо. Но тишина казалась зловещей, как будто что-то ждало прямо под поверхностью. Он приказал команде рейнджеров поспешить к нему, просто чтобы у него не было ощущения, что он справляется с этим, чем бы это ни было, в полном одиночестве. Шли минуты, и Эдвард заметил грузовик парковщика, въезжающий на парковку смотровой площадки. Из него вышли двое рейнджеров, вооруженных биноклями и рациями. Он помахал им рукой и показал прямую трансляцию со своего беспилотника. Рейнджеры обменялись обеспокоенными взглядами, просматривая отснятый материал. Они посмотрели друг на друга, но ни у одного из них, казалось, не было ответа на вопрос, на что они смотрят. «Нам нужно будет посмотреть поближе», — сказал один из них. Они решили спустить на воду небольшую лодку с близлежащего причала, чтобы осмотреть баржу. Эдвард предложил подержать свой беспилотник в воздухе, чтобы обеспечить обзор с высоты птичьего полета, пока они будут приближаться. Таким образом, все было под контролем, и каждый мог быть в безопасности, насколько это было возможно, по крайней мере, он на это надеялся. Лодка рейнджера рассекала воду, приближаясь к барже. Беспилотник Эдварда фиксировал каждое мгновение, камера следила за их продвижением. Когда они добрались до баржи, один из рейнджеров закрепил лодку, а другой забрался на борт. Эдвард наблюдал, как рейнджер осторожно осматривает ящики. Внезапно рейнджер замер, а затем отчаянно замахал своему напарнику. Эдвард мгновенно понял, что рейнджер увидел что-то тревожащее. «Что происходит?» – пробормотал Эдвард, поворачивая камеру дрона для лучшего обзора. Казалось, рейнджер на барже что-то кричал, но звук не был слышен на расстоянии. Несколько мгновений спустя он открыл один из ящиков, показывая его содержимое. Это было нечто такое, чего Эдвард даже представить себе не мог. Отправляясь в путь тем утром, он представлял себе приятный, расслабляющий день. Но не это. У него отвисла челюсть, когда четкое изображение на планшете не оставило сомнений в том, что обнаружили рейнджеры. Ящик был наполнен взрывчаткой, промышленными зарядами, к которым были прикреплены таймеры. Эдвард вскрикнул. Его дыхание стало прерывистым, когда началась паника. Осознание того, что было в ящиках, обрушилось на него, как удар товарного поезда. Кто-то заложил взрывчатку на баржу, и они находились в опасной близости от плотины. Рейнджеры начали действовать, вызывая по рации подкрепление и эвакуируя район возле плотины. Руки Эдварда дрожали, когда он направлял беспилотник на место происшествия. В голове Эдварда роились вопросы. Кто мог это сделать и зачем? Словно в ответ, тень снова появилась в воде, на этот раз двигаясь в сторону лодки рейнджера. Сердце Эдварда бешено колотилось, когда он настраивал высоту полета дрона, чтобы лучше видеть. Механическая фигура на мгновение всплыла, показав нечто похожее на изящного подводного робота, оснащенного манипуляторами. Он снова нырнул, направляясь прямо к барже. Внезапно Эдварду осенило, что это был заподводный беспилотник, что означало «там». Кто-то был поблизости, управлял им и наблюдал за всем происходящим. По спине у него пробежала дрожь. Был большой шанс, что тот, кто управлял подводным дроном, тоже видел, как Эдвард управлял своим аппаратом. Ему стало очень не по себе от мысли, что за ним наблюдали, особенно со стороны того, кто был готов причинить такие разрушения. «Осторожно!» – Эдвард инстинктивно закричал, хотя и знал, что они не могут его услышать. Рейнджеры, казалось, заметили волнение на воде. Их головы повернулись в сторону ряби. Один из них схватил с лодки шест и начал тыкать им в воду рядом с баржей, пытаясь отогнать приближающуюся фигуру. Прежде чем подводный беспилотник смог достичь баржи, он внезапно повернул в сторону и снова исчез в глубине. Эдвард прерывисто выдохнул.
Его пульс участился. Через несколько мгновений прибыла большая группа спасателей, в том числе специалисты по обезвреживанию бомб и водолазы. Район был оцеплен, и в результате были предприняты скоординированные усилия по нейтрализации угрозы. Эдварду отчаянно хотелось сказать им, что тот, кто несет ответственность за это, должен быть где-то поблизости, и они также должны направить команду на поиски этого человека. Но он был слишком далеко, чтобы передать сообщение. Эдвард посадил свой беспилотник, чтобы разрядить аккумулятор, но остался на смотровой площадке, наблюдая за ходом операции. К счастью, один из дайверов, похоже, сразу узнал аппарат, и небольшая группа рейнджеров отправилась в другом направлении, без сомнения, на поиски человека, который им управлял. Прошли часы, пока спасатели работали над безопасным извлечением взрывчатки и отключением подводного беспилотника. К тому времени, когда солнце начало садиться, непосредственная опасность была нейтрализована, но многие вопросы остались без ответа. Позже, тем же вечером, к Эдварду подошел офицер Сильвестр и поблагодарил его за бдительность. «Возможно, сегодня вы спасли плотину и множество жизней», — сказал рейнджер. «Мы до сих пор не знаем, кто за этим стоит и что они планировали, но мы докопаемся до сути». Он попросил Эдварда прислать копию видеозаписи для анализа. Был шанс, что в нем может содержаться что-то, что они упустили, и офицер Сильвестр стремился сделать все возможное в этом деле. Эдвард кивнул. Тяжесть событий этого дня тяжелым грузом легла на его плечи. Собирая свое оборудование и готовясь к отъезду, он в последний раз оглянулся на плотину. Массивное сооружение стояло прочно. Его внушительный вид напоминал как о его мощи, так и об уязвимости. Эдвард знал, что никогда больше не будет смотреть на него или на свой беспилотник прежним взглядом. Как бы он вообще начал объяснять Кэтрин, в чем он был замешан? Глупое увлечение привело к чему-то важному. Его видеозапись с беспилотника была жизненно важна для расследования. Ему даже не хотелось думать о том, что могло бы произойти, если бы он не пролетал на своем дроне над плотиной в тот самый момент, когда это произошло. Эдвард в последний раз взглянул на беспилотник, понимая, что высокая цена была небольшой платой за жизни, которую он, возможно, только что спас. Возвращаясь домой в сгущающихся сумерках, Эдвард прокручивал в голове события прошедшего дня. Тайна баржи, взрывчатки и странного подводного беспилотника, вероятно, будет преследовать его еще долгое время, или, по крайней мере, до тех пор, пока офицер Сильвестр не получит больше ответов. Но одно было ясно наверняка. Его решение пролететь на своем дроне над плотиной в то утро все изменило. Если бы он не сделал шокирующее открытие, то, скорее всего, произошла бы крупная катастрофа. Он просто надеялся, что офицер Сильвестр и его команда поймают виновного до того, как произойдет еще один инцидент, в котором удача будет не на их стороне. Теперь дело за вами. Что вы думаете об этой истории? Знаете ли вы какие-нибудь истории, в которых плотины прорвались? Мы бы хотели услышать ваши мысли, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.